Правящий в Киеве режим давно уже по горло в преступлениях, но масштаб, характер и пространственный размах злодейств, организованный им в минувшие выходные на территории России, даже на этом фоне выглядит совершенно исключительным. Не думаю, что хоть кто-то из наших зрителей совершенно не в курсе этих событий, буквально потрясших нашу страну. Но на всякий случай вкратце напомню. В субботу поздно вечером, 22:44 по Москве, явно отлично подготовленной диверсионной группой врага был взорван заранее заминированный автомобильный мост в Вагоническом районе Брянской области. Причем в момент, когда под ним проходил пассажирский поезд с сообщением Климов-Москва, а поверху автомобильная фура. Машина вместе с железобетонной опорой рухнула на рельсы перед самым локомотивом, когда не то что затормозить, сообразить машинистам ничего не было возможности. Поездная бригада погибла мгновенно, а вместе с ней водитель, упавший на пути фуры. Пострадали 73 пассажира головных вагонов, 7 из них погибли. Прошло еще порядка 3 часов, и уже в 2 часа 30 минут по Москве 1 июня в Курской области под товарным поездом прогремел взрыв на железнодорожном мосту на отрезке пути Тросна-Калиновка. Локомотив и 3 грузовых вагона сошли с рельсов. Травмы получили машинист и 2 его помощника. Чуть позже, той же ночью, появились неофициальные утверждения, что в Запорожской области, возле населенного пункта Якимовка Мелитопольского района, врагом был подорван еще и наш поезд с топливными цистернами. Такую информацию, в частности, сообщил московский комсомолец. А к полудню 1 июня в соцсетях и в зарубежных СМИ мутным потоком пошла информация, что тот же день, оказывается, стал черным не только для железнодорожников России, но и для стратегической авиации ВКС России. Что, похоже, чревато самыми серьезными политическими и военными последствиями для Украины, которые, полагаю, после такого просто обязаны не заставлять себя ждать со стороны Москвы. Ну, кстати, хочу еще напомнить все пропальщикам, которые ждали той же ночью каких-то ответов. Это так не работает. Если действительно ответ будет, а он, скорее всего, будет, тем более, что США по своим каналам предупредили своих европейских союзников о том, что Россия готовит непропорциональный ответ на атаку на свои стратегические бомбардировщики. А это значит, что Россия, по крайней мере, США уже предупредила. А предупредила почему? Потому что, скорее всего, будут задействованы МБР, о которых мы обязаны предупреждать, чтобы США не восприняли это как атаку на них. Так что, скорее всего, ответ будет, и будет он очень жесткий. Еще раз хочу повторить, когда какие-то ответные действия готовятся, они не работают за один день или за одну ночь. Там все намного сложнее, не так, как вы думаете. По официальной информации нашего Министерства обороны, в течение нескольких часов в воскресенье украинские беспилотники явно по единому плану атаковали российские военные аэродромы в Мурманской, Оленья, Иркутской, Белая, Ивановской, Иваново, Рязанской, Дягилево и Амурской, Украинка областях. Причем речь не о всяких там БПЛА большой дальности, типа «Лютый» или «Бобер», которые не раз долетали уже, допустим, до Волги или Каспийского моря. Нет, на этот раз киевскими спецслужбами для ударов по самолетным стоянкам даже в Сибири и на Амуре были использованы так называемые ФПФ-дроны. До сих пор, если где и применявшиеся, то лишь у самой линии фронта. Потому что радиус их боевого применения, как известно, исчерпывается считанными километрами. Просто на сей раз противнику, неизвестно каким образом, едва ли не через всю нашу страну, удалось скрытно подвести эти малогабаритные средства воздушного нападения на обычных с виду грузовых фурах к самым границам атакованных аэродромов. Причем автомобили, как скоро выяснилось, были заранее в заводских условиях оборудованы автоматикой и двойными потолками, в которых и ожидали своего часа ФПФ-дроны в специально изготовленных контейнерах. А в назначенный час и в назначенное место у фур, так сказать, автоматически ехала крыша. И БПЛА один за другим с машины стартовали к целям, которые уже оказывались просто под боком. Ясно, что в таких условиях подлетное время украинских дронов к нашим самолетам исчерпывалось лишь парой-тройкой минут. Системы ПВО и РЭП в таких условиях не везде успевали не только среагировать на нежданную опасность, но и даже просто перейти в режим боевой готовности, поэтому полностью удары отразить не удалось. Уже в воскресенье вечером Зеленский сообщил, что подготовкой операции, которую в Киеве назвали «Паутина», более 1,5 лет лично занимался глава СБУ Малюк, а сам он ее контролировал, что, конечно же, является полным бредом. О результатах этого коварного вражеского нападения Минобороны сообщила лишь к воскресному вечеру и исключительно туманно. На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.
В Мурманской и Иркутской областях в результате запусков ИПФ-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы, жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны. Какая именно авиационная техника горела, об этом не сказали ни слова. Тут я тоже хочу добавить лично от себя. Я не являюсь ни всепропальщиком, ни тем, кто считает, что ничего не случилось на самом деле. Есть золотая середина. То, что там пишут у нас в комментариях, что все, у России больше нет стратегической авиации, это все хрень собачья. Уж извините за прямоту, потому что так оно и есть. И говорить о том, что ничего не случилось, тоже нельзя, потому что действительно пострадала одна из компонентов ядерной триады Российской Федерации. А это уж, извините меня, не просто так. Это прям плевок в лицо, уж простите. Можно предположить, что в действительности дело худо, поскольку на всех перечисленных аэродромах базируются не абы какие самолеты, а исключительно стратегические бомбардировщики. Ту-95МС, Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Все перечисленные боевые машины в финансовом плане страшно дороги и практически не выпускаются в сегодняшней России. Но главное, выходит, что Киев в воскресенье сразу в нескольких пунктах атаковал авиационную составляющую ядерной триады нашей страны. Возможно, даже нанес ей неясный пока ущерб. Конечно же, нанес. А значит, формально Москва имеет все основания вспомнить и ввести в действие статью 19 своих основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, в которой, среди прочего, яснее ясного сказано: условиями, определяющими возможность применения Российской Федерации ядерного оружия, являются воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил. Не сегодня, так завтра. Возможно, эта тема в том или ином формате будет поднята на заседании Совета Безопасности России с участием президента Владимира Путина. О том, что заседание состоится на начавшейся неделе, сообщили в ТАСС. Естественно, никто и не ожидает, что дело после столь серьезного обсуждения дойдет до реального ядерного удара по Украине. К чему? С ней мы в последние 1,5 года помаленьку справляемся и без этого, в еженедельном режиме охватывая все новые территории от дышащей на ладном вражеской страны. Но вот то, что выпороть ее теперь придется очень масштабно и как никогда показательно, на мой взгляд, сомнению не подлежит. Иначе Россия после воскресных атак проявит непозволительную слабость и потеряет политическое лицо. А что может быть? Каков может быть ответ? Полагаю, вариантов у Путина немного. Самый очевидный – второй в истории после ноября 2024 года удар орешником первой в мире баллистической ракеты средней дальности с разделяющимися боевыми частями по самым болезненным для режима Зеленского местам. Кстати, возможно, именно поэтому США и предупредили. Я повторяю, что эта ракета может нести ядерный запас, и такие страны, как США и Китай, должны быть предупреждены, что удар наносится не по ним. Допустим, по так называемым центрам принятия решений. На нынешней Украине это офис ее президента, ГУР, СБУ, Верховная Рада, и прочее. Чего, как кажется, давно ждет, но по непонятным причинам никак не может дождаться фактически вся Россия. Либо по самым важным железнодорожным мостам через Днепр. Лучше в момент, когда по ним покатятся составы с оружием и прочими грузами для ВСУ. Еще логичный вариант – 2-километровый Бескидский железнодорожный туннель в Карпатах, через который проходит основная транспортная артерия снабжения ВСУ с территории Польши. Правда, мы уже били по нему крылатыми калибрами в июне 2022 года, а затем в августе 2023 года гиперзвуковым кинжалом. Однако украинские военные тогда быстро восстановили свою дорогу жизни. Однако дебют орешника полугодовой давности показал, что он намного мощнее и разрушительнее перечисленных видов ракет. И уж если вдарит, так вдарит. Прокладывать через него железнодорожный путь Киеву придется фактически заново, что займет много сил и времени. А главное, будет надолго прервана коммуникация, по которой с Запада нашим врагам приходит 2/3 натовского оружия и боеприпасов, со всеми, как говорится, вытекающими для линии фронта. Вот такие новости, друзья. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и обязательно оставлять свои комментарии.